Друзья, приветствую вас! Утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события, какие новости и какие движения предполагаются, ожидаются сегодня на рынках. Давайте начнем с календарика событий. На сегодня предполагается выход ВВП Германии в 9 часов. Это очень важная характеристика экономическая, которая позволит понять, что на самом деле сейчас происходит с европейской и с германской экономикой. Ну, как бы Германия — это двигатель Европы. И поэтому как дышит Германия, так чихает Европа. Сегодня вот у нас масса статистики по Германии, и исходя из этой статистики будет понятно, что в ближайшее время произойдет с евро. Так, как только вся эта история с экономикой Германии, Европы и евро закончится, у нас вечером масса важной статистики по Соединенным Штатам. Это индекс доверия потребителей. Кто-то из ФРС выступит опять. И, конечно же, продажи нового жилья. Вот с новым жильем ситуация с ценами очень парадоксальная. Даже сам основатель индекса цен недвижимости в Соединенных Штатах Роберт Шиллер признает, что текущая ситуация с ценами на жилье, она парадоксальна, потому что такого скоростного роста не было никогда. Но и здесь складывается несколько парадоксальная ситуация, потому что такой мощнейший рост цен на жилье, он уже по сути опережает и то, что было в начале нулевых, и то, что предшествовало кризису 2008 года. Ну и в общем, все индексы касательно недвижимости в Соединенных Штатах, они, ну то, что касается жилой недвижимости, там не офисной, оно улетает по сути в космос. Разумеется, любой рост, он прекращается, как только покупателей становится меньше, чем продавцов. Продавцы не знают, что делать с тем активом, которые они хотят продать. И, соответственно, это приводит к обвалу. Но на текущий момент времени, когда идет активное стимулирование, и когда, по сути, рост цен, который мы наблюдаем, это, в общем-то, и есть инфляция, и галопирующая инфляция, то здесь говорить о том, когда вот это все обвалится и лопнет, достаточно проблематично. Вчерашние комментарии ФРС указывают на то, что, по мнению ФРС, инфляция находится под контролем, и осенью этого года она будет снижаться. Для меня это вопрос не совсем понятный, каким образом, на чем она будет снижаться. Скорее здесь будет безудержный рост до какого-то события, которое оно все это дело прекратит. Вопрос только в том, в чем будет заключаться это событие. Я все-таки склоняюсь к мысли, что новым триггером будет Китай. Кто-то предполагает, что рост цен на недвижимость в Соединенных Штатах остановится осенью. Ну, если следовать той модели, которую ФРС озвучивает о том, что осенью инфляция прекратится, то действительно в такой ситуации цены на недвижимость, по крайней мере, перестанут расти с такой скоростью, а может быть вообще начнут даже немножко корректироваться. Ну и, собственно говоря, это еще один показатель того, что избыточные денежные средства, которые поступают на рынок, они вызывают надутие пузырей где угодно. И эти пузыри, они так или иначе начинают тормозить ту активность, которая восстанавливается. Итак, друзья, что здесь можно заметить? То, что ФРС считает, что осенью ситуация стабилизируется, инфляция остановится, мощнейший рост цен на недвижимость прекратится, и все будет хорошо, заживем. Я думаю, что осенью начнутся события, которые, ну скажем так, ФРС сейчас не закладывает свой прогноз. Так, друзья, ну что еще из новостей? Из новостей, в общем-то, Олимпиада в Японии, которая запланирована, ее, скорее всего, ну, по крайней мере, хотят свести к так называемой Олимпиаде нулевого зрителя. То есть, когда вроде что-то проводится, но никто туда не приезжает. Вчерашние события, которые произошли в небе Беларусь, застали перейти в состояние напряжения всех белорусских оппозиционеров, которые находятся за границей. Ну и как раз сейчас идет саммит ЕС. На саммите ЕС будут активно обсуждаться вопросы, связанные с отношениями к Беларуси и к России. Но я думаю так, что сейчас, скорее всего, ничего такого явного не будет, несмотря на громкие заявления. Но в долгосрочном горизонте, в среднесрочном, это событие, оно будет крайне негативно в плане того, что
ну, скажем так, доверия которого мало между Западом и Союзом России и Беларуси, оно станет еще меньше и может привести к новому витку санкций, которые не самым лучшим образом отразятся на рубле и на российской экономике. Бытует мнение, что уже как бы все санкции, которые возможно введены. На самом деле, с моей точки зрения, это глубокое заблуждение. Потому что введены те санкции, которые в большинстве случаев носят общий характер. Отдельно введены какие-то специализированные санкции. Если ввести полностью санкции на поставку оборудования и технологий по нефтедобыче, это, в общем-то, будет нести колоссальный вред. И, в общем-то, это может просто обрушить российский фондовый рынок и рубль. Так, друзья, но есть и хорошие новости. В Индии вроде как ковид идет на спад. Всего лишь 222 тысячи новых случаев за день. В Бразилии ситуация пока непонятна, как развивается. В Соединенных Штатах, ну, здесь фактически, можно сказать, по сравнению со многими другими странами, ковид де-факто побежден. Здесь риск только один. Того, что вакцины, которыми всех обкололи, они по каким-то причинам не будут работать. Пока работают. Большая часть населения США привита, и поэтому Соединенные Штаты находятся в одной из самых выгодных ситуаций. Далее, ну, в России здесь вроде как ковид вышел на плато. И сейчас то, что связано с нефтяными ценами, во многом определяется новостями, которые идут из Бразилии. Из Бразилии, судя по всему, пик ковидного кризиса преодолен. Это видно и на движении индийской рупии к доллару США. То есть вот в апреле было ее обрушение, и сейчас она вернулась к тем уровням, которые были в феврале-марте. То есть, исходя из движения индийской валюты, можно сделать вывод, что там на текущий момент ковидный кризис преодолен. К чему это все идет? Это ведет к тому, что спрос на нефть стабилизируется и будет расти с учетом автомобильного сезона в Соединенных Штатах, в Европе. Здесь, в общем-то, действительно нефть могут подтолкать и на 80, и на 94, ну, по бренду. И иранская ядерная сделка, возможно, здесь не окажет столь существенного негативного влияния, по крайней мере, в ближайшее время. Так, ну вот IEA выдвинула основные 7 правил декарбонизации, то есть борьбы с величайшим злом человечества, углекислым газом. Здесь 7 пунктов. Первый — энергетическая эффективность, behavioral changes, то есть изменение поведения, electrification. Ну, я думаю, здесь на самом деле ключевые позиции для того, чтобы реализовать то, о чем они заявляют, это 3, 4 и 5. Энергетическая эффективность — вопрос достаточно спорный. Улавливание углекислого газа, карбон-диоксид, как его модно называть, я думаю, эта идея, она бесперспективна. Ну и здесь какой возникает сразу момент. Вчера обсуждали по поводу солнечных батарей, на них растут цены. То, что происходит сейчас, фактически галопирующая инфляция с ростом цен на услуги, на товары, она тормозит вот этот 3, 4 и 5 пункт. Здесь в чем заключается фишка? Для того, чтобы произошло устойчивое восстановление, окончание кризиса, должно произойти смена технологического уклада, хотя бы более или менее ощутимая. Если вот эти пункты будут тормозиться и не будут реализовываться, по крайней мере не встанут успешно на рельсы реализации, то ни о каком устойчивом восстановлении, я думаю, речи не будет идти. То есть все, что мы будем наблюдать, это надувание пузырей, которые периодически будут лопаться, и все это дело будет тормошиться и колбаситься туда-сюда. Так, ну да, вот текущая ситуация, она создает угрозу продовольственного дефицита, потому что рост цен, как ни крути, он затрагивает и продовольствие. 2020 год оказался не очень хорошим для прибыльности крупнейших нефтяных компаний, но это вполне логично. То, что происходило с нефтью, оно не могло им дать заработать денег. Просто физически упали цены и объемы, и поэтому в 2021 году, я думаю, они хоть в какой-то степени отобьют те потери, которые были в 2020. Так, ну и вот рост цен на нефть и спроса на нефть, исходя из оптимизма,
Это связано с тем, что, во-первых, в Индии ситуация с ковидом вроде как стабилизировалась, а Индия это тоже один из крупнейших потребителей нефти. Ну и в целом лето, бензина надо больше. Так, ну вот еще такой интересный момент. В мире уже есть энергетическая супердержава. Она находится на Аравийском полуострове. Называется Саудовская Аравия. Им, судя по всему, очень нравится быть энергетической супердержавой. Реально, в полном смысле слова, энергетической супердержавой. Потому что, по сути, они являются контролирующей точкой на рынке нефти. Чекпоинт, можно сказать. И поскольку им это дело очень приглянулось и стало по душе, они на текущий момент активно развивают переход на водород. То есть они понимают, что за нефтью будущего нету. И на текущий момент времени получается такая ситуация, будет строительство, ну уже как бы оно идет, и даже какие-то мощности построены, солнечные батареи, которые будут располагаться недалеко от экватора. И таким образом будет решена проблема с получением водорода. Весьма вероятно, что ключевые мощности будут находиться в Саудовской Аравии, Африке. Африка сейчас, вот ее северная часть, она по сути вся пустыня Сахара. Ну и часть мощностей, соответственно, будет находиться в Америке, там где Аризона, гористые штаты и так далее. Вот. Всех этих мощностей солнечной энергии, их будет достаточно для обеспечения с избытком мирового потребления электроэнергии. Вот. Ну, вопрос транспортировки электроэнергии и хранения, он решается на текущем этапе достаточно просто, через водород. То есть будут мощнейшие электролизеры, которые будут получать водород будут, соответственно, его сжижать или в сжатом виде, но скорее всего, я думаю, сжижать, потому что в сжатом виде его невыгодно транспортировать, очень высокие издержки из-за того, что он еще и легкий. И потом по всему миру, Саудовской Аравии, Африке будет все это хозяйство развозиться и сжигаться на новых электростанциях. Ну и здесь, как ни крути, сам водород, он в качестве топлива для автомобилей не пригоден. Почему это так, я ранее неоднократно рассказывал. Так, друзья, ну вот на этой неделе еще предполагаются изменения, потому что крупнейший американский квантовый фонд под управлением BlackRock планирует провести ребалансировку в четверг. Он планирует распродать акции Хайтека и поднять пакет акций с 2 до 30% финансового сектора США. Если это произойдет, то акции банков и американских, и российских будут в фаворе от таких изменений. Так, друзья, давайте рассмотрим, что у нас на форте тут происходило. По РТС ожидает продолжение роста. По Сберу здесь вообще просто мега заряд на то, чтобы Сбер сегодня, не знаю, тут вообще, судя по всему, ждут закрытия гэпа. ВТБ здесь ситуация неблагоприятная, скорее всего, либо боковик, либо будут его продавливать. Ну, ждем четверга, когда будет ребалансировка американского фонда. Здесь все финансовые акции, в том числе и ВТБ, могут сильно вытащить наверх. Газпром, здесь ставка на коррекционный откат. Норникель, здесь наоборот, Норникель не рос особо в последнее время, и поэтому, судя по всему, сегодня будет перетекание, будут делать ставку на то, чтобы приподнять Норникель. Так, сишечка дальше, рубль-доллар, ну, вчерашние страсти, ужас-ужас немного улеглись, и сегодня ставка на то, что будет либо движение в боковике, либо рубль будет укрепляться к доллару. Евро-доллар, здесь вообще какая-то мега ставка на откат евро, то есть на укрепление рубля. Евро-доллар, но здесь боковик. Так, друзья, нефть, по нефти ставка сегодня на рост. Вот, но судя по тому, что в Индии ковид вроде как откатился, на носу лето, и здесь, наверное, все-таки нефть потащит еще даже повыше. Вопрос только в том, будет или не будет пробит уровень 70-70 с половиной по бренту. Если он будет пробит, то 75 очень быстро будет сделано. Так, серебро. Здесь ставка на то, что серебро сегодня махнет наверх. А золото тоже ставка на продолжение роста. Так, ну вот Европа закрыла воздушное пространство для белорусских судов. Ну, я думаю, здесь вот из-за этого события ситуация она будет по нарастающей развиваться и будут все больше и больше вводить всевозможных
ограничений и санкций против Беларуси. Так, друзья, ну вот смотрите, по Китаю сегодня ключевой день, китайский индекс пробил вот это сопротивление 5200-5220, и он постепенно улетает в космос. Это дневной таймфрейм. Цель движения по китайскому индексу 5380, вот сюда вот. Если он сегодня-завтра закрепится выше 5200, это будет очень позитивно, потому что это будет говорить о том, что остальной мир, он тоже будет в ближайшее время расти вслед за Китаем. Ну, с высокой степенью вероятности. Так, ну вот Япония сегодня тоже показывает положительную динамику Nikkei. Так, ну и вот индийская биржа, их индекс BSE Sensex 30. Здесь вот в ближайшее время будет, скорее всего, тестирование исторического хая, который ранее был достигнут в феврале. В случае его пробития уходит она наверх, ну и это будет говорить о том, что Индия по сути победила ковид. По крайней мере, нельзя сказать, что совершенно победила, но вышла на позитивную финишную прямую. Ну а это, соответственно, спрос на нефть. Так, друзья, далее S&P 500, американский фондовый индекс, это S&P на фьючерс, сейчас он торгуется. И что мы видим? Ну сегодня он подхвачен позитивной динамикой. Вчера, во-первых, ФРС шашкой намахалось, что оно инфляцию победит. Сегодня растет Китай. И кроме того, по Индии тоже идет позитив в части того, что ковид вроде как ее постепенно отпускает. На всем этом, судя по всему, идет движение, цель которого переписать исторические хаи, которые были достигнуты в начале мая. Не уверен, что сегодня это произойдет, но динамика весьма вероятно сегодня по американскому рынку будет позитивная. Так, друзья, далее биткоин, дневной график. Ну смотрите, зажат он в диапазоне, вот в этом выстаивается, он консолидируется. Ну, если не будет повторного пробития вот этого диапазона 30 500, 28 600, то он либо здесь будет какое-то время болтаться и потом будет расти, либо сразу отскочит. Ну, судя по динамике падения, ему полагается, конечно, по закону жанра здесь какое-то время потусить. Тем более, по факту, здесь реализованная голова-плечи, можно сказать, которая полностью себя раскрыла. Вот. И после какого-то консолидационного движения здесь, если не будут пробиты ключевые поддержки, то, соответственно, он так или иначе пойдет наверх. Ну, деньги печатают, деваться им куда-то надо, и поэтому крипту в том числе будут еще прокачивать и накачивать. Так, ну вот эфириум, здесь ситуация тоже достаточно позитивная. Как видите, вот этот волшебный уровень 2165, он долго не пробыл под ним, он его проколол и сразу выскочил отсюда. Вот. С одной стороны, как бы экспоненциальный рост завершился, который сейчас происходил, но с другой стороны, как бы ему провалиться не дали, его выкупили. Но вот обращаю внимание, вот этот уровень 2165, если он будет устойчиво пробит и начнется под ним торговля, то вся эта конструкция с ростом ломается. С моей точки зрения и по моему убеждению, возможно субъективному, эфириум это актив, который в ближайшем будущем может очень сильно вырасти. Так, друзья, далее VIX, американский индекс ужас-ужас. Вчера он ушел вниз, но это вполне естественно, поскольку на рынках начал позитив развиваться. Он ушел даже ниже 20, и поэтому весьма вероятно, что вот это движение, которое не так давно возникло, оно на текущий момент пока что реализовано. То есть ему полагается здесь консолидироваться, болтаться в этом диапазоне. Так, друзья, далее индекс доллара. Индекс доллара сегодня будет тестировать уровень 89,6. Если здесь совершится пробитие этого диапазона, то мы увидим ослабление доллара ко всем ключевым валютам и движение индекса доллара к следующей точке остановки, которая 89,2-89. Но обращаю внимание, пока здесь пробития нет, говорить о том, что развивается укрепление валют к доллару, я думаю, преждевременно. Но тем не менее, то есть то, что позитивный фон, вполне возможно, сегодня-завтра мы увидим попытку пробоя и ухода на 89,2. Так, друзья, далее золото, дневной график. Золото пытается откатиться, но у нас есть здесь волшебные уровни. Ключевой уровень сейчас это 1861. Если он не пробивается, то все эти откаты их будут выкупать
и гнать золото, ну, сначала на 1900, потом 1954. Так, друзья, далее нефть. Ну, по нефти зарядка позитивом, и я думаю, сегодня-завтра будет движение с целью потестить 70-70 с половиной. Соответственно, это движение не происходит, если будет коррекционный откат и пробитие 66,5. Если такое происходит, то по нефти мы уходим искать поддержку в районе 64,5-64. Так, но если переходить на часовик, по нефти сейчас она пытается откатиться, скорректироваться. Этот откат не получит развития, если не произойдет пробитие 68,2-68. Удержим 68, значит сегодня у нас уже будет 70. Так, друзья, ну вот медь, дневной таймфрейм. Медь это, в общем-то, прокси на мировую экономику. Вчера ее очень мощно выкупили, и здесь у нас сейчас развилось движение, цель которого сходить на 10500. Если будет коррекционный откат с пробитием 9700, то вот этот отскок, он будет сломан, и, соответственно, у нас по меди пойдет запланированное проседание, цель которого по дневкам 8800-8900. Вот. Но сейчас какие-то позитивные изменения произошли. Все обнадежились, возможно, в связи с тем, что Индия отходит от ковида. Так, друзья, далее серебро. У серебра сильная поддержка 27,6. Если эта поддержка не пробивается сегодня, то это было бы очень хорошо. Потому что тогда у нас здесь, прямо вот сейчас в ближайшее время возникнет разворот. И у этого разворота цель движения 28,5. Если все-таки вот этот пробой происходит, то мы уходим искать поддержку, которая будет на 27-25. Вот здесь вот. Ну и если пробой 27, 25, 27 диапазона вот этого, то, соответственно, серебро уходит на 26. Я думаю, пока такой сценарий маловероятен, потому что серебро это уникальное сочетание сейф-хевена и передовых зеленых технологий, поэтому здесь весьма вероятно его будут пытаться от текущих значений, либо от 27,6 откупить и попытаться задрать на 28,5. Так, друзья, далее евро-доллар. Здесь ключевой момент тестирования на прочность 1,2241. Вот здесь у нас сейчас по Германии выйдут с 9 до 11 масса статистики. Если там будет ICE, то весьма вероятно здесь возникает пробой и уход на 1,23. Вот. Судя по тому, с какой решительностью идет движение, я так понимаю, вероятность достаточно высокая. Опять же, если сейчас пробой не возникает и идет коррекционный откат с пробитием 1,22, 1,2195, то мы вот это движение на сегодня-завтра завершаем уходом на 1,2176. Пока больше факторов указывает на то, что будет тестирование, пробой и уход наверх. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, 4-часовик. Ну, давайте дневочку поставим. Так, ну и у нас идет движение вот в этом диапазоне, в консолидационном 73,3, 73,6. Если возникает устойчивое пробитие 73,3, то в самое ближайшее время, если здесь будет закрепление, мы пойдем тестить вот этот уровень 72,1. Уже как бы попытки его потестить были вот этой соплей, которую здесь выбрасывали. Если мы делаем ставку на то, что по нефти будет развиваться положительная динамика, если не возникнет особый геополитический негатив к России, ну там, я не знаю, не будут каждый день там суда перехватывать воздушные и так далее в сопредельных государствах, то весьма вероятно, что к середине июня, ну в начале июня мы, возможно, потестим вот это значение. Да, там была определенная ставка в опционах на то, что будет доллар по 100. Я обращал ваше внимание, что это вещь неоднозначная, потому что, во-первых, это могло быть просто хеджирование, во-вторых, мы не знаем всех интересов людей, которые на этом пытаются сыграть и с одной, и с другой стороны. Так, ну и по часовику у нас важный момент тестирования уровня 73.36. Если он не будет пробит, вот этот диапазон, то мы отсюда отскакиваем, и цель движения у нас первая будет 73,5 и потом 73,6. Вот, если мы здесь пробиваем, то у нас отсюда весьма вероятно развивается движение с целью потрогать сначала 73,3, потом 73,15. Так, друзья, далее рубль-евро.
Давайте поставим дневочку. Но здесь юрики сделали ставку на то, что рубль будет сильно укрепляться к евро. Пока такого укрепления не происходит. Вот здесь есть уровень 89,4. Если этот уровень будет пробит, то мы очень быстро можем увидеть движение на 88,8. Но если вот этот уровень не пробивается, то, соответственно, здесь будет отбой, движение, цель которого консолидироваться на 90,3. Часовой таймфрейм сейчас 8:11 по Москве, евро, рубль замер в нерешительности. И здесь у нас в ближайшее время, судя по тому, как вчера завершились торги, если не пойдет пробой 89,65 вот этого значения, то мы весьма вероятно сегодня отправимся в первой половине дня тестировать 89,9. Опять же, обращаю внимание, здесь вот сейчас, если развивается движение вниз, но пробой 89,65 не происходит, то здесь будет откуп и движение отсюда наверх с целью сходить 89,9. Если здесь таки будет пробой, то мы отсюда начинаем укрепляться по рублю с целью движения 89,5. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, часовик, дневной таймфрейм, прошу прощения. Ну, здесь ставка была на рост у юриков, и скорее всего эта ставка ее уже разгрузили. Но у нас вблизи уровень 157,600. Если он пробивается, то полет в космос. Если не пробивается, то коррекционный откат на 154,700. Если оперировать часовиком, здесь вот от текущего значения, либо от 157 тысяч вот этого диапазончика, ему по-хорошему надо, конечно, скорректироваться и откатиться на 156, вот сюда вот. Если здесь при приходе на 157 не будет пробоя, то, скорее всего, так именно и произойдет. Если будет пробой, то сразу улетаем тестировать и пробивать 157,600. Так, друзья, далее Сбербанк. Юрики настроены позитивно закрыть гэп уже, возможно, сегодня или завтра. Ну, пока не знаю насчет сегодня или завтра, произойдет ли это, но сегодня весьма вероятно на открытии мы увидим попытку движения на 308, вот сюда вот. Это произойдет, если не будет пробития уровня 300. Если 300, 299 пробивается, то мы идем искать поддержку на 296, 295,5. Если вот сразу этого пробития не будет, то вот эта вся страшная разворотная формация, она как змея изогнется и полетит на 308. Так, друзья, далее Газпром. Ну, смотрите, по Газпрому здесь все очень хорошо. Очень хорошо. Здесь вчера, по сути, пошел разворот наверх. Цель движения 268. Потестить и пробить. Соответственно, это движение, оно не будет реализовано, если сейчас произойдет откат и пробитие 256, 255. Ну, здесь как бы четко рисуется цель, попытка выйти за предыдущий локальный максимум. У Газпрома масса целей. Первая цель следующая, это 354. Вот, соответственно, он будет неудержимо стремиться пробить вот это значение и сходить на 354. Так, друзья, далее Русгидро. Вот смотрите, здесь очень интересный момент, потому что сегодня ожидаем повторного тестирования и пробой 84. Вот если здесь пробой закрепится, то уже в самое ближайшее время или часы отсюда пойдет движение, цель его потестить и пробить 88. Ну а там и 94 следом. Если переходить на часовик, здесь вообще как бы отлично. Ближайшая поддержка 83,3. Если она не пробивается, то вот эта вся конструкция, она ведет к росту на 87 копеек в ближайшей перспективе. Если здесь будет пробой, и он будет не короткий, не ложный, то, соответственно, мы возвращаемся к вот этому уровню 82. Но здесь более вероятно, что пробоя не будет. Вот эта консолидация приведет к росту на 87 и потом 94. Друзья, все основные активы. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube и Telegram канал. До свидания, успехов!